Здравствуйте, меня зовут Сергей, и сегодня я хотел вам рассказать про мой очередной проект, систему автоматического управления умного дома с беспроводным веб-интерфейсом. На самом деле это может быть как и система управления умного дома, так и парника или климатической камерой, неважно. Итак, в составе у нас находится два контроллера Arduino Mega 2560 и Arduino Yun. Также у нас присутствует 16 датчиков влажности почвы, 16 датчиков температуры. По ПО у нас экранные формы были написаны на PHP, Apache в виде HTTP сервера, MySQL база данных. jQuery использовался у нас для динамического отображения данных на экранных формах. И Python использовался для бриджа между базой данных и контроллером. Также хочется отдельную благодарность выразить форуму imperka.ru, а именно Игорька, за статью Arduino AZ «Основы построения мониторинга умного дома». Итак, структура системы. К ПЛК от Mega подключено 16 датчиков температуры и влажности, по сигналам с которых система посылает управляющее воздействие в виде шим-сигнала на исполнительный механизм, который также подключен к Atmega. Исполнительным механизмом может быть как клапан, так и задвижка или тен. Также Atmega подключена к Arduino Yun по интерфейсу UART. Yun выполняет функции контроля всех параметров, температуры и влажности, а также регулятора управляющего воздействия, уставки шим-модуляции. Также есть возможность изменять данные параметры. На слайде показан алгоритм работы двух контроллеров. Так как у ПЛК Arduino Yun на борту два процессора, то был разработан Python скрипт для взаимодействия между ними. Процессор от Teras выполняет беспроводной доступ к экранным формам системы управления. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Как вы видите, у нас здесь есть 16 показаний датчиков температуры, притом 10 из них подключено, 6 нет. Видите, они подсвечены серым цветом. Среднее значение по достоверным подключенным датчикам температуры. 16 датчиков влажности у нас, притом 2 подключено, среднее значение по этим двум. Здесь есть также у нас вкладка «Параметры системы настраиваемые», кнопка «Обновить параметры», состояние системы можно выключить, включить. При выключенном у нас, она сейчас система включена, при выключенном прекратится сбор измерений, прекратится, все значения занулятся. Вот мы выключили, сейчас обновится система, все значения уйдут в ноль. Вот, но мы не будем этого делать, давайте включим. Вот, можно изменить задающий сигнал на наш регулятор. Сейчас он идет с первого датчика температуры, с пятого датчика температуры, как вы видите. Вот, оставим, пока оставим. Уставка регулятора, то есть значение, до которого, на которое должен работать наш регулятор. Давайте его изменим на 22. Сделаем. Ну вот, у нас необычный регулятор, поэтому у нас 5 параметров, не как у PID. Вот, их можно все 5 задать. Вот, тем временем у нас изменилась уставка на 22. И шим-скважность. Это параметр, который устанавливает широтно-импульсной модуляции. То есть в этом диапазоне будет изменяться наше управляющее воздействие. Так,
а также наше управляющее воздействие найдет с какого-то пина контроллера. Сейчас это пин 12, ну, давайте изменим его на 9 пин, допустим. Так. И также у нас есть состояние системы. Вот если у нас есть связь двух контроллеров мега и юн, то у нас горит зелененьким. Пока связь нормальная. Изменился пин. Управляющее воздействие, сейчас оно у нас равно единичке. Или если пересчитать его в шим, оно равно 100 миллисекундам. Вот если мы изменим 100 миллисекунд на 150, то при управляющем воздействии единица у нас должно пересчитаться в 150 миллисекунд. То есть полная скважность должна. Сейчас мы посмотрим, убедимся в этом. Здесь, видите, здесь она уже пересчиталась. Здесь пересчиталась. Здесь у нас еще значение не подхватилось. Ну, да ничего, можем обновить параметры. Давайте сейчас посмотрим, как вот на пятый датчик будет при изменении температуры на пятом датчике будет изменяться воздействие, управляющее наше шим. Сейчас я отойду и буду нагревать этот датчик. Как видите, значение датчика изменилось, даже больше, чем нам нужно. И, соответственно, шим воздействия изменилось на 0. Исходные коды к этому проекту ищите в подписи к этому видео. Всего доброго, до свидания.